Работает, видите, с 11 до 7. Без перерыва. Посмотрим сейчас там. Ух, там уже очередь стоит. Да, здесь народ всегда. Друзья, отстоял очередь, получил свои пончики. 4 пончика, 183 рубля. Сейчас будем пробовать. Я недалеко от Останкинского пруда, поэтому найду себе местечко где-нибудь рядом, желательно напротив, и продегустирую. Пруд, правда, еще замерзший. Останкинский пруд, башня. Кстати, раньше его называли Актеркин. При Шереметьевых здесь был театр, и крепостные актрисы иногда заканчивали свою жизнь в этом пруду. Позже пруд перестроили, а уже где-то в 1967 году появилась телебашня. Ладно, хватит истории. Нужно проверять главное, зачем я здесь. Вкус пончиков. Так, зачем мы здесь за пончиками? О, какой запах стоит, аромат. Теплые. Вот так он выглядит. Сахарная пудра. Жареное тесто. Я даже боюсь разламывать. Вся пудра у меня просто сыпется. Но я хочу показать вам. Знаете, они на вкус менее сладкие, чем современные донаты. Яркий вкус жареного теста. Снаружи хрустящая корочка. Видели, да? Я прям показывал, они при мне жарили. И они скорее не пушистые, знаете, а такие упругие, что ли. Нет, это реально очень вкусно. Такое теплое ощущение, теплое тесто. Есть тот самый такой, знаете, запах, аромат. Это прям красота. Который, наверное, сразу узнается. Вкус детства. Однозначно. Знаете, я поставлю ему оценку по 10-бальной шкале. 10 из 10. Я теперь понимаю, почему здесь стоят очереди. Очень вкусно. Советовал бы я вам сюда приехать. Если будете на ВДНХ в Москве, обязательно загляните, попробуйте. Шикарный вид. Плохо только, что лед лежит еще. Останкинская башня. Люди останавливаются, смотрят на меня. Что я тут делаю? Что я тут дегустирую? Колокольный звон. У меня тут рядом церковь и усадьба Останкина. Сейчас покажу вам. Церковь. А вон там усадьба Останкина. Но я так понимаю, что она на ремонте. Ну, я загляну сейчас, посмотрим. Может, все-таки она работает, посмотрим, что там. Ну, а теперь к главному. Чебуречная дружба открылась примерно в 1980-х годах. И с тех пор почти без изменений. Маленький зал,
столы и чебуреки прямо здесь жарят. В советское время чебуреки стоили сколько? 15-20 копеек. Я помню, в школе еще учился, у нас, правда, самсу продавали. Она стоила, по-моему, да, 15 копеек стоила. Мясная, с говядиной. Так, раньше здесь была, представляете, во времена СССР очереди стояли прямо на улице. Значит, вкус такой был настоящий. Ну, сейчас то же самое почти. Люди, я знаю, приезжают сюда специально из других районов за чебуреками. Панкратиевский переулок 2. Вот так, все просто. Столы. Пришел, там готовят. Сейчас купим. Ну, я, правда, здесь не буду. Выйду на улицу, там, чтобы никому не мешать. Ну и шумно здесь очень. Друзья, я вышел со своим чебуреком. Слушайте, в детстве они казались больше. Либо я вырос, чебуреки стали меньше, да? Не стал оставаться там, здесь парк. Сейчас присядем где-нибудь и попробуем эту вкуснотищу. Нашел себе местечко. Вот такой чебурек. Небольшой, но вижу, что с него прям бежит уже сок. Я думаю, надо его вот так свернуть. Чувствую, что сочный. Да, прям бульон побежал. Тесто тонкое, слоеное. Мясо где-то там далеко прям. Я не скажу, что много мяса. Если сравнить с самсой, которую я ел недавно возле Павелецкого вокзала, то там была бомба. Мяса было много. А здесь его совсем немножко. Он горячий. Еще не успел остыть. Тесто нежное. Вкус мясной. Чувствуется лучок и специи. Немного. Так, у меня камера тут. Еле ее поставил. Но что хорошо, он свежий. Это однозначно. Это однозначно плюс. Поток людей прям огромный. Жарят постоянно. О, побежал бульон. Сказал бы, что это вкус детства. Наверное, нет. Я бы поставил ему где-то 8 из 10. И не особо соленый. Такой, знаете, пресный. Мясо тоже не особо соленое. Разговаривал сейчас с мужчиной в очереди. Говорит, что он помнит по детству еще, это было 60-е годы, что на Трубной площади, он там живет недалеко, на Трубной площади вроде как работало вот это кафе «Дружба». А потом вроде как переехало. Чебурек маленький, поэтому управился с ним очень быстро. Ну и финальная точка у нас с вами десерт. Но это не просто десерт. Друзья, я в столовой ГУМ номер 57. Открылась она в 1957 году к Всемирному фестивалю молодежи. Это одна из самых первых столовых в СССР самообслуживания. Взял себе я пирожное картошку и птичье молоко. Все обошлось мне в 560 рублей. Картошка 180 рублей. Изначально столовая была открыта для иностранцев, но быстро стала народной. Сейчас попробуем. И вообще это самое туристическое место, где можно поесть, знаете, такую простую еду в пределах вот Красной площади. И хочу начать я с пирожной картошкой. Это такая, знаете, отдельная история. И вообще его никто не придумывал. Это была логика ничего не выбрасывать. Остатки коржей,
крема, форма, это все вот здесь. И важный момент, который почти все забыли, внутри картошка должна быть, знаете, светлой, потому что сверху кофе, ну не кофе, а порошок, какао. Вид темный, как картошка, а внутри мы должны разломить с вами, и там должна быть такая светлая начинка. Отсюда и картошка. Черная сверху, светлая внутри. Ну и еще это был контроль качества. И первое, что надо сделать, конечно же, разломить. О, а что она такая жесткая прям? Сейчас проверим, тот ли это ГОСТ еще времен СССР и вкус, соответственно. О, да. Светлая. Посмотрите. Внешний вид такая неровная форма, вроде картофелина. Я бы сказал, что густо обвалено в какао-порошке, но нет. Изначально кажется, как будто прям густо посыпано, обвалено. Но нет, слегка. Текстура плотная, но не резиновая. Не сухая и не влажная. Вкус прям насыщенный. На самом деле, это очень сытное блюдо. Реально вкусно. Кажется жестковатая, поэтому я помогаю вилкой и ложкой разломить. Ну, как я сказал, плотная текстура. ГУМ детский у меня за окном. Я там уже снимал видео. Буквально, наверное, месяц или два назад. Посмотрите, кто не видел. Слушайте, ну, вкусно. Да, я бы сказал, что вкус детства. Оценку бы поставил, наверное, 10 из 10. Пирожное птичье молоко вообще мое самое любимое. Я еще помню детство, прям с детства. Родители покупали торты такие большие они, плотные, вот это белое суфле, наверное, вот такое огромное. Сейчас проверим. Честно говоря, я не удержался. Изначально хотел просто картошку попробовать. Ох ты. Здесь, видите, они просто полили его шоколадом. Пироженки сделали. А сам торт-то, помните, только сверху, по-моему, шоколад был. Вот этот корж нижний и суфле белое, и все, не более того. Здесь уже повар свою задумку, видимо, исполнил. О, какое оно нежное. Сейчас больше разломлю. Вообще птичье молоко, история вообще не из Москвы. И началось все в Польше. Потом конфеты сделали в СССР. Агар-агар, такой желатин. Желатин из водорослей. И уже где-то в 1978 году первый раз птичье молоко было подано в ресторане «Прага». Сверху, видите, такой тоненький слой шоколада. Как бы тебя обломать-то? Не ломается. В общем, тоненький слой шоколада. Внизу нежнейшее прям суфле. Белоснежное. Пористая. Я бы сказал, даже почти невесомая. Тает во рту. Не очень быстро. И внизу, прям внизу, ножа не хватает. Тоненький корж.
прям совсем тоненький. Но мне кажется, что вот мне чего-то не хватает. То ли вот еще больше вот этой нежности. Ну вот шоколад разломился. Видите, тоже тонкий слой шоколада. Что еще надо? Это тонкий вкус, освежающий десерт. Я бы поставил ему 9 из 10. Вот чего-то мне не хватило. Нет того вот четкого вкуса именно с детства по моим воспоминаниям. А вообще торт этот я очень люблю. Сегодняшние вкусы это, наверное, не просто еда. Это попытка поймать то время, которое уже, к сожалению, прошло. Но почему-то осталось во вкусе. Спасибо, что гуляли вместе со мной. Отдельное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Все, ребят, всем пока.